Что с тобой сделает нарцисс, если ты слишком сильна для него? Любые отношения, которые выстраивает нарцисс, носят функциональный характер. То есть, грубо говоря, нарциссу в этих отношениях нужно что-то получить. Как правило, ему нужно получить восхищение, ему нужно получить чувство контроля над тобой, чувство контроля над твоими эмоциями. То есть он получает нарциссический ресурс. Как правило, нарцисс поддерживает только те отношения, где он может легко это получать. Но в ряде случаев бывает так, что рядом с нарциссом оказывается человек, который слишком устойчивый, и вот так прямо его сломать не получается. В таком случае нарциссу приходится прибегать к некоторым уловкам. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня я расскажу о 5 вещах, которые нарцисс сделает, чтобы подавить тебя. Если тебе эта тема интересна, ставь лайк под видео, подписывайся на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы начинаем. Первую вещь, которую нарцисс может попытаться сделать, если ты слишком сильна для него, это он постарается тебя так мягко обесценить. Он понимает, что какое-то прямое обесценивание не работает, потому что если он тебе скажет, что ты слишком глупая, ты с этим не согласишься и потребуешь от него либо извинения, либо перестанешь с ним общаться. Ему и ни то, ни другое не подходит, поэтому он использует здесь манипуляцию, где происходит такая связка двух посланий, в одно. Он говорит что-то вроде: ты вот очень умная, но из этого с тобой иногда бывает сложно, потому что ты перемудряешь. Тут что происходит? Он вроде бы так закидывает комплимент, говорит, что ты очень умная, но при этом вот это сложно для наших отношений, мне сложно с тобой. Таким образом он заставляет тебя своими какими-то чертами, которыми вообще-то бы впору бы гордиться, вот эти черты вроде бы как будто бы их так уменьшать и начинать ими стыдиться. Он потихонечку начинает заваливать твою самооценку. Там могут быть фразы типа: ты слишком принципиальна, и поэтому иногда, когда мы с другими людьми общаемся, вот с тобой сложно с ними общаться, потому что ты вот слишком какая-то вот принципиальная. Через некоторое время это приводит к тому, что тебе кажется, что все твои преимущества являются недостатками, а недостатки ты свои и так знаешь. В результате получается, что кто в вашей паре молодец? Нарцисс молодец, потому что это человек, который принимает тебя со всеми твоими недостатками, которые не настоящие. Вторая вещь, которую нарцисс делает, если не может тебя сломать, он может постараться выставить тебя проблемным человеком для третьих лиц. Ваши знакомые, твои родственники, сотрудники. Причем делает он это не прямо, а он начинает закидывать такие фразы типа: иногда с ней бывает очень нелегко, иногда она склонна драматизировать. То есть здесь что происходит? Он вроде бы прямо о тебе ничего плохого не говорит, он скорее жалуется. Опять же, если это люди такие эмпатичные, они, когда человек жалуется, они слушают. Вот человек пришел, говорит, что ему так нелегко в жизни, потому что из-за нее. Но в результате, когда он эти зерна такие сеет вокруг тебя, в какой-то момент ты понимаешь, что все окружающие, они как-то становятся настороженными по отношению к тебе. И поскольку ты же не понимаешь, с чем это связано, это может вызывать у тебя такой повышенный уровень тревоги, и ты уже становишься не такой уверенный в себе и менее устойчивой, чем была раньше. То есть, когда ты общаешься со всеми людьми и замечаешь, что это такой холодок, который между вами появился, из-за того, что он наговорил, то получается, что ты чувствуешь себя более тревожно, менее уверенно, и нарциссу легче в прямой конфронтации тебя как-то ломать. Третий способ, как нарцисс может тебя попытаться сломить, он спровоцирует тебя на эмоциональный срыв, для того, чтобы он смог разговаривать с тобой с позиции сверху. Как это работает? Предположим, нарцисс начинает использовать пассивно-агрессивное поведение. Он, например, начинает тебя как-то подкалывать саркастически. То есть, по сути, сарказм — это оскорбление, завернутое в шутку. И когда ты говоришь, что мне это не нравится, ты что, со мной так разговариваешь? Он говорит: так это же была шутка. А ты же, получается, что еще и шуток не понимаешь. А раз шуток ты не понимаешь, значит, это по сути как газлайтинг. Это может быть такое игнорирование, когда нарцисс с тобой не разговаривает, не отвечает на твои сообщения, и когда ты у него спрашиваешь: ты что ты со мной не разговариваешь, ты же меня игнорируешь? Он говорит: нет. У меня просто плохое настроение, тебе показалось. То есть он даже не берет на себя ответственность за то, что он игнорирует. И в такой ситуации, конечно, у тебя может накопиться такое большое количество возмущения, которое может привести к тому, что ты срываешься и говоришь как-то эмоционально, горячо, можешь что-то резкое сказать. Нарцисс, конечно же, схватится обязательно за эту возможность и скажет: посмотри, как ты со мной разговариваешь. Я разве заслужил такое общение? Почему ты на меня кричишь? Почему ты меня оскорбляешь? И все, ты находишься уже в такой виноватой позиции, и он разговаривает с тобой с позиции сверху. Четвертая вещь, как нарцисс может попытаться тебя сломить, он будет двигать твои границы. Техника это называется прикинуться дурачком, как это в народе говорят. То есть ситуация, когда он говорит да-да, но делает при этом как собирался. Предположим, ты ему говоришь, что ты знаешь, ты часто материшься, мне это неприятно, пожалуйста, можешь не говорить эти слова. А он говорит: так а что это за слова?
Это ничего такого, это вот слово в словаре есть, это не такое уж оно и грубое. Или ты там говоришь, перестань говорить там о моих родственниках там, в таком негативном ключе, мне это неприятно. Он говорит, хорошо, хорошо, я не это имел в виду. И продолжает говорить так же, как он и говорил. То есть он вроде бы вас слушает, говорит, да, да, конечно, а все равно делает, как и хотел. В такой ситуации это приводит к дальнейшей конфронтации. Смотри, предыдущий пункт, это может привести к твоему эмоциональному срыву, потому что сколько можно говорить плохо о моих родителях, сколько раз тебе уже объяснять. Вот. И в любом случае он таким образом продавливает вас, пытаясь вас проломить, чтобы ваше эмоциональное состояние зависело от его поведения. Вот это же самое важное для нарцисса. Он говорит так, как знает, что вам не подходит. Он знает, что это вызовет определенные эмоции у вас. И поскольку это он вызвал у вас эти эмоции, вот он имеет ощущение, что он вас контролирует ваше эмоциональное состояние. Пятую вещь, которую нарцисс попытается сделать, если ему не удалось вас сломить, он постарается очернить ваше имя. Он будет говорить про вас какие-то гадости за глаза, будет выставлять себя жертвой, что вот он с вами общается, ему так тяжело, что у вас какие-то там психические расстройства, что с головой не так. Основная его цель — это лишить вас поддержки. То есть ему нужно будет настроить окружающих людей против вас таким образом, чтобы вам просто пришлось с ним общаться. Вы это можете воспринимать так, что где-то в моем кругу есть кто-то, кто распускает против меня слухи и кто меня искренне ненавидит. Но правда заключается в том, что этот человек искренне хочет с вами общаться, ему искренне важно общаться с вами, ну правда по его правилам, вот, и он всех остальных людей от вас так вот отпугивает. Парадокс заключается в том, что когда ты оказываешься в такой ситуации, то это не следствие твоей слабости, а следствие твоей силы, потому что нарциссу нужно прилагать так много усилий, так много, не знаю, какого-то внимания, ресурсов и времени, чтобы тебя подавить. Если ты оказываешься в ситуации, когда рядом с тобой есть человек, который тебе так вот портит жизнь, пытается навязать тебе свое такое токсичное общение, и ты не знаешь, как с этим разобраться, можно с этим поработать в формате онлайн-консультации. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы договариваемся и работаем. Часто проблема заключается в том, что ты общаешься с нарциссом, ну как с нормальным человеком, как ты привык, а он общается вот таким образом, как он привык. И из-за того, что в твоем общении есть много каких-то вещей, предполагающим, возможно, какое-то уважение в отношениях, какой-то поиск диалога, нарцисс это может воспринимать как слабость, из этого тебе невозможно перестроить с ним отношения. А предположим, не общаться с ним ты не можешь по какой-то причине. Если у вас есть такой тяжелый опыт общения с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами, и такой человек пытался вас когда-то сломать, поделитесь своим опытом, я вам буду очень благодарен, что он пытался сделать, получилось у него или нет, и каким образом вам удалось отстоять себя. Ваш личный опыт — это всегда очень ценно для подписчиков, которые смотрят это видео после вас. Если эта тема вам понравилась, ставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.